Здорово, и сегодня мы поговорим об одном неоднозначном персонаже. Он является одним из легендарных мастеров кунг-фу и учителем воина дракона. Как вы уже поняли, сегодня мы будем говорить о мастере Шифу. Я расскажу вам о его детстве и причине, по которой он начал изучать кунг-фу. Скорее всего, многие сегодня смогут узнать новую информацию для себя, ну а другие же взглянут на историю мастера Шифу совсем с другой стороны. Начну же я своего повествования с детства Шифу. Еще в ранние годы Шифу путешествовал со своим отцом по разным городам, и они вместе зарабатывали деньги, продавая ожерелья, которые должны были лечить жителей долины. Но вот только загвоздка в том, что эти амулеты были бесполезны и они не работали. Отец мастера Шифу являлся обычным аферистом, который пытался заработать деньги, и из-за этого они с сыном вечно скитались. Постоянно, как только их аферу обнаруживали, они убегали из одного города в другой. Поэтому у мастера Шифу не было нормального детства, как у всех обычных детей. Целыми днями он помогал отцу обманывать людей, а ночью по приказу того же отца он изготавливал эти ожерелья. Но несмотря на все это, Шифу любил своего отца и следовал за ним, куда бы тот ни пошел. К сожалению, через какое-то время отец оставил Шифу у ворот нефритового дворца. Он обещал вернуться, но этого так и не сделал. И это событие оставило большую травму в его душе. Но к счастью, ему помог Угвей. Найдя его у ворот нефритового дворца, он приютил Шифу и стал его обучать. В этот момент Угвей заменил ему отца. В дальнейшем Шифу, из уважения к Угвею и дабы совершить такой же добрый поступок, как и он, примет такого же брошенного ребенка, как и он сам, и начнет обучать его кунг-фу. Ну а пока что Шифу начал тренироваться с предыдущей неистовой пятеркой. Их собрал лично Угвей, и именно он обучал их всех. Еще тогда, во время тренировок, Шифу мечтал стать воином дракона, но со временем он понял, что стать им не сможет. И тогда он захотел обучить воина дракона, который появится в будущем. Почему же он решил, что не станет воином дракона, доселе неизвестно. Можно предположить, что когда Угвей узнал желание Шифу, он сразу же сказал, что воином дракона ему не стать. И даже несмотря на свою мечту стать воином дракона, Шифу принял это, ведь он уважает и любит Угвея. Еще тогда неопытный Шифу понимал, что Угвей знает побольше, чем он, и я думаю, что разрушение всех надежд на таком раннем этапе помогло ему избежать судьбу Тайунга. И тут же у нас вырисовывается такая картина. Ребенок, который почти все свое сознательное детство в убыток своим желаниям и мечтам помогал отцу, попал в нефритовый дворец и там же снова отказался от своей мечты. Ради судьбы всей долины он решил обучить воина дракона. Тогда же, во время обучения у Угвея, в неистовой пятерке, в которой состоял Шифу, Угвей разглядел в одной из своих учеников невероятную силу и возложил на нее огромные надежды. Ее звали Мастер Фэньхуань, но из-за своей невероятной силы и таланта она выжелала получить нефритовый дворец и вызвала мастера Угвея на бой. Но все же она проиграла ему. Еще до этого Угвей соорудил клетку специально для нее, скорее всего подозревая о ее мотивах. Но Фэньхуань смогла сбежать, и примерно в это же время неистовая пятерка, в которой состоял Шифу, была развалена. Все ее участники разошлись куда угодно, но только Шифу остался подле Угвея, ведь он не бросил свою цель обучить воина дракона. И скорее всего это событие возымело большое влияние на Шифу, добавив ему еще одну психологическую травму. Еще тогда он мог разочароваться во всех своих соратниках и больше не доверять ни одному из них. Но к счастью, он взял себя в руки и уже совсем скоро собрал свою неистовую пятерку, которую обучал лично он. Ну а где-то между событием первой части и развалом неистовой пятерки под покровительством Угвея, Шифу находит на пороге маленького снежного барса. Скорее всего, тогда Шифу увидел в нем самого себя и решил принять его как родного сына. Шифу начал обучать его боевым искусствам и возложил на него огромные надежды. Он мечтал, что Тайунг когда-нибудь станет воином дракона, и поэтому он вкладывал все свои силы в его обучение. Но Угвей, уже будучи на опыте, понял, что Тайунг не сможет стать воином дракона. Скорее всего, Угвей мог испугаться его таланта, ведь он не хотел повторять опыт прошлых лет, как это уже было с Фэньхуан. И представьте себя на месте мастера Шифу, когда Угвей сказал ему, что Тайунг не сможет стать воином дракона, а тот же в свою очередь разозлился и нанес огромный ущерб долине, из-за чего после отправился гнить в тюрьме на всю жизнь. И в этот же момент Шифу получил еще одну душевную травму. Он чувствовал, что во всем этом виноват именно он. И даже это не сломило его, и он продолжил ждать, пока сможет обучить воина дракона. Вскоре, так же как и Тайунга, он начал обучать тигрицу с самого детства. Но уже тогда он заблокировал все свои чувства и не пытался привязаться к кому-либо. Ведь уже тогда Шифу вдоволь настрадался. Ведь помимо того, что его бросил отец и предал соратник, его приемный сын гнил в тюрьме. И мы видим по событию первой части, что после того, как он обучил воина дракона и
увидел, что он смог победить Тайонга, Шифу наконец-то смог успокоиться и жить в свое удовольствие. В будущих частях Шифу стал более счастливый и менее напряженный. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, заходите в мою телегу, лайки, комменты, все такое, а я погнал.